Всем привет, с вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, сегодня у меня для вас не самые хорошие новости, но не стоит паниковать, потому что все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Итак, что же произошло? А случилось вот что. В одном из судебных исков, о котором я рассказывала ранее в другом видео, ссылка на которое сейчас появится вот здесь, Глейзер хотела добиться временного досудебного судебного запрета, а также проведения собеседования для истцов этого иска по видеосвязи. Но судья Амит Мехта, который, кстати, является судьей и по многим другим делам, отклонил данное ходатайство. Ссылку на документ с решением судьи я оставлю в описании под видео, и вы сможете ознакомиться детально с документом самостоятельно, если хотите. Ну а я расскажу, почему судья принял решение отклонить ходатайство и чем это грозит не только истцам данного иска, но и остальным, которые ждут решения по своим искам у того же судьи Мехты. Сразу скажу, мы не следили за развитием событий по данному иску и до этого момента не знали, на каком правовом основании Глейзер будет требовать этот самый временный досудебный запрет. Но из судебного ордера становится ясно, что в ходатайстве утверждалось, что требование проведения собеседования с личным присутствием нарушает закон об административных процедурах, а также закон об упразднении государственного документооборота. Кроме того, шла в ходатайстве речь про повышенные риски заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в случае проведения личных собеседований, а потому судью просили рассмотреть возможность проведения интервью по видеосвязи. И поскольку это ходатайство о временном досудебном запрете, то начать назначать такие видеособеседования, естественно, до окончательного решения суда. Судья, в свою очередь, посчитал, что адвокат не указал никаких конкретных фактов того, что определенные истцы точно столкнутся с повышенным риском заражения коронавирусом в случае проведения личного собеседования, а указал лишь общие статистические данные о количестве погибших и новом штамме Дельта, который на данный момент является основной угрозой в Европе. Этих доказательств, по мнению судьи, недостаточно, и то же самое касается и нарушения закона об административных процедурах, о которых я говорила ранее. По словам судьи, на законодательном уровне Конгресс назначил особую форму и порядок подачи заявлений на иммиграционную визу, а также в законах и документах, ссылки на которые я оставлю в описании, четко прописано, что кроме случаев, предусмотренных правилами, каждое заявление на получение иммиграционной визы подписывается заявителем в присутствии консульского должностного лица и подтверждается присяга под руководством консульского должностного лица. А кроме того, Конгресс предоставил Государственному департаменту широкие полномочия в определении формы и способа подачи на иммиграционную визу. А это значит, что процедура проведения собеседования на выдачу визу победителям лотереи Green Card не нарушает никаких законов, требуя личное присутствие заявителя. Как бы ни было это печально, но с отклонением данного ходатайства судьей согласны и мы, ведь на законодательном уровне Мехта расписал все четко и ясно, ссылаясь на законы и акты. Другое дело, что такое решение никак не поможет всем нам, ожидающим собеседования и надеющимся на любое чудо, без которого уже, кажется, надежды нет совсем. Но, как я сказала в самом начале, эта новость не такая плохая, как может показаться на первый взгляд. Ведь, во-первых, даже сам иск, с которым было подано данное ходатайство, на рассмотрение не отклонили. А во-вторых, основные требования и правовая база, на которой выстраивается дело в других исках, совсем иная. И, на мой взгляд, данное решение никак не отразится на решении, которое примет Мехта для нас, победителей лотереи DV 2020 и DV 2021 в ближайшее время. Еще раз напомню, ссылки на все документы вы можете найти в описании под этим видео. И если какие-то моменты вам показались непонятными, вы можете ознакомиться со всей информацией самостоятельно. А лучше пересмотрите это видео внимательнее еще раз, ведь в документах все написано куда более сложным языком. Мы стараемся преподнести всю информацию простыми словами, а к тому же всегда делаем максимальную выжимку, умещая тонну прочитанной информации в несколько минут. И я думаю, что это точно заслуживает лайков и комментариев, которые помогают развитию канала и, естественно, мотивируют нас выпускать видео. Так что прямо сейчас подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.